Мы с моими друзьями были готовы на все, лишь бы поиграть. Ну что, кто из вас здесь хочет поиграть? Я призрак прошлого Рождества. И снится нам не рокот космодрома. Опа, говорил нет. И это ваш рождественский дух? Прости, приятель. Все ближе самые сказочные дни в году, новогодние праздники. Наверное, все мы, пусть и многие, где-то глубоко в душе, верим в чудо. И когда же ему происходить, если не в эти дни, верно? Дед Мороз даже жаворонков раз в году ударом посоха озимь превращает в сов. За окном большими хлопьями падает снег. В доме стоит украшенная разноцветными шарами елка, светится и переливаются гирлянды. Миллион раз сказана фраза «А ну, брысь!», адресованная атакующему елку коту. Вот теперь можно укутаться в клетчатый плед, выпить кружку-другую горячего какао и посмотреть кино доброе и праздничное. Джек Фрост. Это кино прекрасно подойдет для семейного просмотра. Известный певец Джек постоянно на гастролях, съемках, записях, концертах. Он очень любит свою семью, но работа не оставляет времени на близких. Однажды, поняв, что больше не может находиться вдали от сына, музыкант садится в машину и едет домой. Авария на заснеженной трассе обрывает его жизнь. Но что же это за Рождество, если не случится чудо, верно? Джек обязательно вернется к семье, но уже в ином качестве. Он станет снеговиком и будет для своего сына самым добрым другом. Гринч – похититель Рождества. В городе под названием Ктоград жил человек по имени Гринч. Выделялся он среди всех своей необычной внешностью. Был зеленого цвета и сплошь покрыт волосами. Надо сказать, что никто его не любил, и здорово его это задевало. А вот праздник Рождество любили все жители Ктограда, кроме Зеленого. Не в силах терпеть такое, Гринч ушел на высокую одинокую гору. Там он обижался на всех и строил коварные планы мести. Что может быть лучше, чем похитить Рождество? От таких задумок даже его вечно плохое настроение поднялось. Теперь всем будет не до праздника. Интересный факт. На грим Джима Керри уходило по 3 часа каждый съемочный день. При работе над картиной использовали почти 2000 конфетных тростинок, 69 тонн используемой в качестве снега мраморной крошки, а еще 443 сценических костюма. Чародеи – добрая и в чем-то наивная новогодняя сказка о любви, творящей самые настоящие чудеса. Есть такой институт Нуину, а попросту научный универсальный институт необыкновенных услуг. Здесь кипит бурная работа, дело есть у каждого. В этом институте работает Аленушка Санина. Она готовится к свадьбе со своим женихом Иваном, но этот радостный для влюбленных день может и не настать. Коллега Аленушки с фамилией Сатанеев мешает счастью молодых. Ивану придется помериться силами со злом. Новый год уже совсем близко, и положительные герои должны быть счастливы. Интересный факт. Георгий Вицин озвучил в картине говорящего кота Василия. В итоговом монтаже почти вся роль кота была вырезана. Усатому оставили всего 2 слова «хам» и «ура». Вицин был очень расстроен. Добро пожаловать или соседям вход воспрещен. Что может быть интереснее, чем наблюдение со стороны за войной соседей? Фильм представляет зрителям такую возможность. В тихий пригород приезжают 2 семьи и становятся соседями. Стив Финч всюду придерживается правил, а его сосед, Бадди Холл, импульсивен и порой представляет немало мороки окружающим. Они поначалу прекрасно ладят друг с другом, пока Бадди не узнает, что дом соседа немного больше. Интересный факт. Для сцены, в которой Стив и Бадди соревнуются в беге на коньках, Мэтью Бродерику, исполнявшему роль первого, пришлось несколько месяцев тренироваться с настоящим конькобежцем. Эльф.
Любопытный малыш из детского приюта залезает в мешок Санта-Клауса и оказывается в волшебной стране Рождества, где эльфы готовят людям сюрпризы и мастерят игрушки для детей. Мальчик восхищен новым миром и его обитателями. Вскоре он замечает, что отличается от других эльфов и узнает о своем происхождении. 30 лет пролетели словно один день. Превратившись из мальчика во взрослого, Бадди хочет вернуться в Нью-Йорк, где живет его отец. Интересный факт. Первый вариант сценария фильма появился в 1993 году. На главную роль тогда планировали взять Джима Керри. Бюджет эльфа составил скромные $33 миллиона, а в мировом прокате картина собрала около 220 миллионов. Поле чудес есть? Да. Че, хорошо? Что повод есть? Чё? «Страна чудес». 5 комедийных новогодних новелл, героями которых стали молодой полицейский и его напарник, пара средних лет, которая едет на съемки шоу с Леонидом Якубовичем, молодые влюбленные, пытающиеся познакомить родителей и другие. Этот праздник будет наполнен для них чудесами, что и неудивительно, ведь Новый год же. Интересный факт. В съемках фильма приняли участие группа Би-2 с кавер-версией хита «Землян. Трава у дома». Однако потом продюсеры решили, что этот номер выбивается из музыкальной концепции картины, и эпизод вырезали. Крампус. Что за чудесный праздник? Вот-вот в дверь постучит Санта-Клаус. Но только не в этот раз. Они нарушили священное правило, поссорились в Рождество. Теперь к ним явится Крампус и его армия демонов. В основе сюжета фильма старинная легенда Альпийского региона об антиподе Николая Чудотворца, злом духе Рождества Крампусе, который сопровождает Николая Чудотворца и отвечает за наказание непослушных детей. Специально для этого он носит с собой березовые прутья. Без Крампуса в альпийских регионах не обходится ни один рождественский карнавал или гуляние. Имена темных эльфов, написанные в сценарии, были позаимствованы из исландской мифологии. У персонажей исландского фольклора рождественских духов Йоласвейнеров. По некоторым поверьям, они могли появляться перед детьми в виде чудовищ и пожирать их. Карнавальная ночь. Знакомая многим история о том, как один бюрократ пытался подчинить подготовку к Новому году строгому учету и контролю, и что из этого вышло. Фильм дает четкое представление о том, много или мало 5 минут, и о том, какое количество звездочек лучше. Надо ли говорить, что сюжету творческая молодежь из Дома культуры ловко обводит вокруг пальца бюрократа Огурцова и устраивает замечательный и веселый праздник. Интересный факт. Фильм занимает в посещаемости 53 место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Ирония судьбы или С легким паром. Обычный врач из Москвы Женя Лукашин живет с мамой и готовится встретить Новый год вместе со своей невестой Галей. Мама и сын только что переехали по новому адресу. 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12. Мама надеется, что ее 36-летний сын наконец-то женится. И Женя без особого энтузиазма готовится сделать предложение своей невесте. Перед Новым годом он, по традиции, идет с друзьями в баню. А дальше мы прекрасно помним славный город Ленинград, учительница Надя и ее жених Ипполит. А еще это ваша гадость – заливная рыба. Интересный факт. Какая гадость это ваша заливная рыба? И «О, тепленькая пошла», фразы которых не было в сценарии фильма. Это была импровизация Юрия Яковлева в образе Ипполита. Подарок на Рождество. Продавец матрасов Говард Лэнгстон мало времени уделяет сыну, он все время на работе. Решив порадовать мальчика лучшим рождественским подарком, который только может быть, фигуркой Турбомена, он отправляется на ее поиски. А найти эту вожделенную фигуру непросто. Ему нужно обойти весь город, и он такой не один, повсюду конкуренты, желающие порадовать своих детишек. Пока продавец матрасов Говард, сбиваясь с ног, ищет подарок, сын гадает, куда же делся папа, а сосед пытается приударить за его женой. Интересный факт. Фигурка Турбомена, столь востребованная героями фильма, на самом деле продавалась в магазинах США. Она поступила в продажу уже после выхода картины в прокат.
Один дома. Скрытые ловушки, боль, унижение и страдания ждут воров-домушников, решивших попасть в рождественские праздники в дом МакКаллистеров. Все семейство отбыло в Париж, а Кевин, младший из бесчисленного количества детей, остался дома один. Его просто забыли в суете. Поняв, что это день самый счастливый в его жизни, Кевин наслаждается, поглощает мороженое, смотрит запрещенные фильмы, ходит по магазинам. А что до бандитов, так они получают мощный отпор. Кевин четко усвоил правило: его дом – это его крепость. Интересный факт: если по сюжету семья забывает Кевина, то режиссер фильма Крис Коламбус про свою семью не забыл. Его жена Моника де Вера сыграла стюардессу, тесть сыграл полицейского. Также в фильме можно увидеть тещу Коламбуса вместе с его маленькой дочерью Элеонор. Рождественская история 2009 года – это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скруджа, ненавидящем радость и праздник Рождества Христова, который в течение одной ночи меняется на всю оставшуюся жизнь. В полночь на Рождество к Эбенезеру приходит 3 призрака. Дух прошлого Рождества отводит Скруджа в те места, где он родился, и показывает ему прошлые события, а также расставание с невестой из-за его очерствевшего нрава. Дух настоящего Рождества позволяет Эбенезеру увидеть, как празднует Рождество его клерк Боб Кретчет, который живет в нищете и, возможно, уже не сможет отпраздновать следующий праздник со своим сыном Тимом. Мальчик очень слабый и с трудом может ходить. Скрудж видит празднование Рождества у своего племянника Фреда, сравнившего Скруджа с ослом за то, что тот не пришел к нему на праздник. Однако Фред и его гости произносят тост за дядюшку Скруджа. Дух грядущего Рождества, пожалуй, самый зловещий. Он показывает Скруджу многих людей, которые говорят о смерти какого-то старика, который был очень скупым и нелюбим всеми. Фильм заканчивается словами Тима: «Господи, храни всех людей». «Вечера на хуторе близ Диканьки» – прекрасная экранизация всеми любимого произведения Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», поставлена мастером сказочных кинопроизведений Александром Роу. Прекрасные, удивительно точно подобранные актеры разыгрывают сказочную историю, произошедшую на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством. Причудливое сочетание рождественской фантасмагории и эксцентрической сказки делает этот фильм незабываемым зрелищем. Действие разворачивается и в Малороссии, в селе Диканьки, и в Петербургском дворце русской императрицы. Кузнец Вакула прогневил самого черта. Он так намалевал в церкви его фигуру, что смеялись даже обитатели ада. Мать Вакулы, Солоха, слывет ведьмой и любит полетать на помеле. Любимая девушка Вакулы, Оксана, требует себе в подарок на Рождество черевички, туфельки, которые носит сама императрица. Лишь тогда она согласна выйти за него замуж. Черт же обещает помочь кузнецу достать туфельки с ноги самой императрицы, только если тот продаст ему душу. Времени же до Рождества остается совсем немного, но сметливый кузнец Вакула, оседлав черта, привез своей любимой Оксане черевички из самого стольного града Санкт-Петербурга. Плохой Санта 2003 года. Вилли – необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. К тому же в прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вилли – злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил, и Вилли придется творить настоящие чудеса, чтобы на сей раз довести задуманное до конца. «Семьянин», 2000 год. Джеку Кэмпбеллу, роль которого досталась Николасу Кейджу, повезло вновь стать счастливым. Жаловаться ему абсолютно не на что. Есть крупная компания, шикарная квартира, дорогой автомобиль. К слову, в съемках был задействован спорткар, в действительности принадлежавший актеру, и огромный счет в банке. Но получив необычный шанс, герой задумывается, стоит ли выбирать карьеру и пренебрегать семьей. Результатом становятся кардинальные изменения в его жизни. Жена, ребенок, малооплачиваемая работа, старенькая машина и долги.
Так ли выглядит на самом деле счастье?